Всем привет, с вами я, Самзей. Наступило лето, хватит сидеть дома, пора отправляться гулять по улицам, любоваться достопримечательностями. А я к вам присоединюсь. Итак, начинается новая рубрика «Путешествие по Москве». Эта рубрика посвящена станциям метро, достопримечательностям Москвы и так далее. Как видите, я нахожусь возле станции метро Тропарева-Сокольнической линии. Была открыта в декабре 2014 года. Название имеет одноименно с одноименным парком Тропарева. Выход к Русской улице и Ленинскому проспекту. Сокольническая линия с 2016 года уже на новую территорию Новой Москвы. Неподалеку от метро Тропарева находится памятник павшим в Великой Отечественной войне. Тут перечислены все имена, которые были в войне. Шли мы и дни, и ночи. Трудно было очень. Но баранку не бросал шофер. Это героям-автомобилистам посвящается. Даже шоферы участвуя в войне, но как бы они не стреляли, но они оказывали помощь своим союзникам. Они тоже имеют свою честь. Они бились за родину, за каждый кусок земли. Так я отправляюсь дальше. Следующая станция Румянцево, которая находится на территории Новой Москвы. Вот я прибыл на станцию Румянцево. Это первая станция на территории Новой Москвы. Названа она в честь одноименного бизнес-парка Румянцево. Открыта в январь-февраль 2016 года. В принципе, на выход из этой станции, в принципе, ничем не впечатляет. Выход к бизнес-парку Румянцево и Киевскому шоссе. Одной из федеральных автотрасс. Итак, осталась последняя станция Саларьево.
последнюю станцию Саларьево. Теперь она является конечной на Сокольнической линии. Ты приехали вот на станцию Саларьево, и при выходе как будто пустырь. Холм, вдали здания, наверное, старой Москвы. Лес, метро, ну и еще какие-то здания. На самом деле Москва находится, где я показываю. Вдали вот жилое здание, а здесь строится жилой комплекс Саларьево. Еще до открытия станции Тропарева, Румянцева, Саларьево ближайшая станция для юго-западной части Подмосковья была юго-западная. А станция юго-западная была конечной с 1960-х годов по 2014 год. Юго-западная была одной из самых перегруженных станций московского метрополитена. И чтобы было избежать этой перегрузки, решили продлить Сокольническую линию до станции Саларьево. Из-за этого маршруты до того, как открыли станции, ходили до конечной остановки станции метро Юго-Западная. А после открытия перенаправились на ближайшую конечную станцию метро Саларьево. Автобусы от станции метро Саларьево едут в сторону юго-западной части Подмосковья и в Москву. Итак, станции Тропарева, Румянцева, Саларьево обеспечили транспортную связь с юго-западной части Подмосковья. А сами станции выглядят очень красиво. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве. А вот куда, следите. С вами был я, СМЗ. Спасибо, что смотрели. Пока.